Мальчишки в 41-м. Мы мама Галка, я и наш пес-пират дачники. И все лето должны отдыхать. Вечером мы провожали папу до станции. Ему надо на работу ехать, в Ленинград. Через неделю дед Антон взял меня и моего двоюродного брата Борьку в ночное, ловить раков. Улов был отличный. Скоро отец приедет к нам в отпуск, и я обязательно приведу его на эти места. Заночевали мы в стогу, а утром, когда подходили к деревне, неожиданно забил колокол. Граждане, соблюдайте спокойствие. Сегодня в 4 часа ночи фашисты без объявления войны напали на нас. Началась война. По радио передали, сообщил председатель колхоза. Все уезжали. Скоро и за нами пришла полуторка. Навстречу машине то и дело попадались колонны пехотинцев. Я махал им рукой, и они отвечали мне. Ничего, думал я тоже попаду на фронт. В голове у меня зрели планы побега. Чем ближе подъезжали мы к Ленинграду, тем чаще встречались КПП, контрольно-пропускные пункты, грузовики с орудиями, пушки, отряды краснофлотцев. Вот с ними бы на фронт. На линкор или на торпедный катер. Но отряды быстро удалялись. Мамке напишу потом с фронта. Решил я и выпрыгнул из кузова машины. Пират догадался, но я приказал ему сидеть. Он лизнул меня в щеку, значит, понял и попрощался, а потом заскулил. Я шел в пыли за солдатами. Еще в машине решил, скажу, что бесхозный. Ни мамки, ни папки. А когда командир положил руку на мое плечо, я растерялся. Ты что же это? Мать там, наверное, с ума сходит, а он... Тут я услышал собачий лай. Оглянулся и сразу узнал пират. Следом за ним неслась Галка. Из-за поворота дороги появилась мама. Перепало мне здорово. Больше я не выскакивал из кузова. В Ленинград въезжали поздним вечером. Меня удивляли дома. Даже не сами дома, а окна. У нашего дома на заборе были приклеены плакаты. Утром ко мне пришел мой приятель Женька. Тут у нас такие дела. Фашисты к Гатчине подошли. Наши делают укрепления вокруг города. Мощные рвы, доты и дзоты. Понял? У меня горели уши. Я не знал, что такое доты и дзоты, но спрашивать не стал. Было стыдно за свое невежество. Ты давай квартиру укрепи, сказал Женька. Видел на всех окнах бумажные кресты. Это на случай бомбежки. Бомба упадет, и все стекла разобьются, а клееные ничего. Пока мы сидели на даче, Женька здорово освоил военное дело. Мы стали готовиться клеить окна, но пришли Галка и мама. Мама вытащила из сумочки какие-то голубенькие листочки. Это были карточки на продукты. Меня это не занимало. Есть дела и поважнее. По утрам мама уезжала на окопы, а нас не брала. Но мы с Женькой без дела не сидели. Я теперь читал все газеты. Помогали мы и начальнику объекта МПВО дяде Грише. Противопожарной краской из извести и воды мазали доски и бревна. Краска была белая и жутко кусачая. Если бомба попадет, где покрашено, рассказывал дядя Гриша, даже дерево гореть не будет. В один из очень жарких дней, такой, что даже асфальт плавился, все наше семейство провожало Галку. Она уезжала на Урал с маминой приятельницей. По дороге нам встретились танки, затем мы проехали мимо Марсового поля. По Невскому проспекту тракторы-тягачи везли на прицепах глыбы из камня. Противотанковые надолбы, объяснил я. На вокзале толчья страшная. Галка хнычет, говорит, что хочет быть вместе с нами. Тебе папа поручил самое трудное, успокаивает мама, все подготовить к нашему приезду. Ничего, думаю я. Это дудки. Я на фронт поеду, а не в тыл. Только бы Жекин отец не обманул. Жека сказал, что отец точно возьмет нас в свой специальный авиационный разведывательный отряд. Вместе с пиратом. Сегодня должен прийти связной от дяди Димы. На встречу с Жекой я опоздал. На следующее утро я сразу побежал к Женьке. Когда он узнал, что пират уехал с Галкой на Урал, он стал ужасно злой. Назвал меня дураком и растяпой.
Я терпел эти оскорбления, потому что чувствовал себя очень виноватым. Не знаю, что бы еще наговорил Женька, если бы в комнату не вошла его мать. Каждый день наш дом провожал в армию добровольцев, а мне оставалось только ждать и молчать. Надоедать Женьке я боялся, он и так злился на меня за собаку. Эвакуацию, на мое счастье, приостановили. Отца в армию не взяли. Его завод выполнял заказы для фронта. Папа был там начальником самого главного цеха. Он даже в Москву писал, но оттуда ответили: вы нужны на заводе. Уход с завода будет рассматриваться как дезертирство. Не сговариваясь с Женькой, мы двинулись в военкомат, потому что оттуда начиналась армия. У дверей военкомата кого только нет. Все хотят на фронт. Все пришли просить оружия. С трудом протиснулись мы на лестницу. Нас хотели прогнать, но мы сказали, что живем в этом доме. А Женька, не моргнув глазом, соврал: начальник военкомата — это его дядя родной, и показал на меня. Мы вошли в кабинет военкома. «Садитесь, товарищи», — сказал он, не поднимая головы, а когда поднял, то только лоб потер. «Ничего не понимаю», и стал рассматривать нас, будто мы не ребята, а слоны из зоопарка. «Здравствуйте, товарищ военком. Бойцы Евгений Дмитриевич Орлов и Вовка Павлов прибыли за оружием», — вдруг прокричал Женька так, что не только я, но даже командир вздрогнул. «Пошлите нас на фронт, товарищ военком, пожалуйста», — выдохнул я. «Я строевой устав учил и стрелять умею», — похвастал Женька, и сразу даже вроде больше стал. «Посмотрим, хлопцы, можно вас на передовую послать или нет», — сказал военком и достал из шкафа винтовку. «Держи». Я взял винтовку двумя руками. Она была тяжелая и большая, так и тянула к полу. Но я виду не подал, как тяжело. Красноармеец должен быть сильным. Я даже вспотел, пока выровнял винтовку. «Ясно», — сказал военком, и передал винтовку Женьке. Красный как рак Женька кряхтел и дергался, все старался выровнять винтовку, чтобы цель на мушку взять. «Да», — протянул военком, — «селенок не лишку». «Я по-летчицки», — сказал Женька. Выгнулся как циркач, приспособил винтовку на стол и стал водить ею. «Патрон дадите, под самое яблочко попаду. Находчив ты, приятель. Стрелять надо из любого положения, и стоя, и на бегу, и с колена», — сказал военком. «А теперь идите домой и готовьтесь. Учитесь хорошо и родителей слушайтесь. А когда мы подготовимся, то можно снова придем. Обязательно», — ответил военком и попрощался с нами за руку. По дороге домой началась воздушная тревога, а когда она закончилась, то не было красивого каменного дома, который стоял на другой стороне улицы, старушки с противогазом. Возле дома Женька сказал: «Надо что-то придумать. Надо скорее на фронт». Однажды после уроков в класс пришла пионер-вожатая. «Ребята», — сказала она, — «на фронт уходят наши отцы и старшие братья. У многих из них дома остались старики, маленькие дети. Мы создадим фронтовой пионерский взвод и будем помогать семьям фронтовиков». После долгих споров меня избрали командиром 3-го отделения.